Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня речь пойдет об истории детства, о том, как детки появлялись на свет, с какими обрядами, с какими обычаями это было связано, как взрослые к ним относились. Спасибо всем тем, без кого не было бы ни этой лекции, ни других. Нашим патронам на платформе Patreon, нашим спонсорам на YouTube. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Для тех, кто, может быть, пропустил нашу прошлую лекцию, говорю еще раз. Теперь в наших лекциях будет реклама. Она будет честной, никакой скрытой рекламы. Когда скажем, что реклама, появится реклама. Она будет в начале лекции, чтобы потом не перебивать мой рассказ, чтобы никто на нее не отвлекался. И вот за сегодняшнюю лекцию спасибо компании Skill Factory. Благодаря ее поддержке мы ее и сняли. И благодаря рекламе мы сможем снимать больше, мы сможем снимать лучше, у нас будет лучшее оборудование, и мы очень этому рады. Мало можно найти в нашем мире вещей, которые ценятся выше, чем информация. Как граф Монте-Кристо смог отомстить своим обидчикам? Использовал найденный им клад? Конечно. Но куда важнее было то, что он нашел нужную ему информацию, проанализировал ее, понял слабые места своих врагов и сумел использовать эти слабости. Как работал дедуктивный метод Шерлока Холмса? «Ты смотришь, но не видишь», – говорил он Ватсону. Инспекторы Скотланд-Ярда смотрели на доступную им информацию и не понимали ее смысла. А Холмс с его аналитическими способностями мог получить все нужные сведения для поимки преступника. Конечно, это выдуманные примеры, но в реальной жизни их ничуть не меньше. Чем занимались Алан Тьюринг и другие ученые в Блетчли-парке во время Второй мировой войны? Взламывали коды, которыми пользовались нацисты. Зачем? Конечно же, чтобы получить бесценную информацию. Зачем аналитики штудируют сегодня социальные сети, а маркетологи изучают рынок? Все для того же – собрать как можно больше данных. И, что особенно важно, суметь их правильно интерпретировать. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Избито, но по-прежнему актуально. Надо еще уточнить – владеет миром тот, кто умеет информацию грамотно анализировать, превращать в прибыль. В наши дни, чтобы научиться этому, можно просто пойти учиться. Учиться онлайн. В школе Skill Factory открыт набор на профессию дата-аналитика. Дата-аналитики – это люди, без которых невозможно представить современный бизнес. Определять стратегию развития на основе данных, внедрять машинное обучение, работу с гипотезами и АБ-тестами, выстраивать сквозную аналитику с нуля – это лишь неполный список навыков, которые вы приобретете во время обучения. Пусть вас не пугают сложные понятия из мира математической статистики. Большинство студентов Skill Factory – гуманитарии, бывшие музыканты, журналисты, обычные менеджеры, начинающие специалисты. С полученными знаниями вы сможете работать в совершенно разных областях. От огромных корпораций до амбициозных стартапов, от обычного ритейла до образовательных сервисов или медицины. Грамотный анализ информации важен вне зависимости от индустрии. Кажется, стоит попробовать. Тем более, что учить вас будут специалисты из Яндекса, МТС, Озона и других гигантов рынка. Вы попадете в профессиональное сообщество и заведете полезные знакомства. А если возникнут трудности, то на связи будет личный помощник. Вместе вы определите вектор развития и составите удобное для вас расписание. В финале ваше портфолио пополнится готовыми проектами, выполненными на реальных задачах компаний-партнеров. В карьерном центре Skill Factory HR-специалисты будут вести вас с первого дня, ведь главная цель здесь – это профессиональная трансформация. Вам помогут с составлением резюме при необходимости и для иностранных рекрутеров. Такая история не редкость для студентов школы. Вас подготовят к прохождению собеседования, а самым успешным и толковым студентам могут сделать предложение еще до окончания курса. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. А еще по моему промокоду Эйдельман будет приятная скидка аж в 50%. Доступна беспроцентная рассрочка.
Все подробности по ссылке в описании. Ну а я еще хочу поблагодарить школу Skill Factory за поддержку выхода уроков истории с Тамарой Эдельман. Большое спасибо! В театре кукол Сергея Образцова был невероятно популярный спектакль «Божественная комедия». И там один из моментов, вызывавших наибольший восторг публики, был, когда Господь Бог изгонял Адама и Еву из рая, то он таким вредным голосом говорил: «А рожать, между прочим, будешь в муках». На что Ева отвечала: «Потерпим». Это всегда вызывало аплодисменты и смех. Но действительно терпеть, как мы знаем, приходилось и приходится множеству поколений женщин уже в течение многих и многих сотен тысяч лет. Есть такая интересная версия, но я не биолог, и мне трудно судить, насколько она оправдана. Есть версия о том, что болезненность родов началась после того, как наши предки освоили прямохождение. То есть пока обезьяны ходили на 4 конечностях, или, по крайней мере, резко согнувшись, то тазовые кости были шире, рожать было легче. Потом люди выпрямились, ценой прямохождения стало уменьшение таза и более болезненные роды. Есть другая версия, тоже не берусь судить, но во всяком случае есть предположение о том, что пока люди занимались охотой и собирательством, то тоже женщинам рожать было легче. А вот развелось земледелие, люди стали лучше есть, младенцы оказались побольше, и рожать стало тяжелее. Сторонники этой теории основываются на том, что в захоронениях земледельческой эпохи находят больше останков младенцев, совсем новорожденных, чем у охотников и собирателей. Насколько это так, не знаю, может быть, просто археологи меньше находят следов. Но, во всяком случае, то, что сегодня рожать нелегко, это, наверное, понятно всем. И было понятно всегда. Причем надо понять такую вещь. Тот момент, когда ребенок появляется на свет, всегда был окружен разнообразными чувствами. Был окружен, страхом, конечно. Смертность рожениц и новорожденных до последних веков оставалась очень и очень большой. Мы можем вспомнить литературу XIX века, не знаю, в каждом втором романе, наверное, действует вдовец с детьми. Почему? Потому что, конечно, женщины умирали от родов очень и очень часто. Но помимо страха, одновременно с ожиданием, с радостью по поводу того, что появится новый человечек, было ощущение невероятной важности того, что происходит. Это переход от одного состояния в другое. Это переход, как написал один фольклорист, от неживого к живому. Вот появляется некое существо, это еще не человек, это еще непонятно кто. Он должен появиться. Иногда, как мы знаем, его появление на свет занимает много-много часов. Обряды, облегчавшие женщинам роды, были у всех народов совершенно. Самые разнообразные приметы, самые разнообразные, иногда странные обычаи. Причем удивительным образом они иногда совпадают в разных концах света. У многих славянских народов считалось, что женщина должна рожать молча. Опять же, чтобы не слышали, вроде бы как, чтобы не слышали соседи или, может быть, духи, какие-то силы особые. Удивительным образом в некоторых частях Индии тоже женщину всячески убеждают, что она ни в коем случае не должна не то что кричать, но не издавать никаких звуков. У жителей Самоа и жителей разных концов Европы считалось, что если женщина долго не может родить, то надо развязать все возможные узлы. Не должно быть узлов на поясе, не должны быть никакие веревки завязаны, ничего. Вот если все развязано, то легче будет родить. И это более-менее понятно. Это такая магия простейшая, подобная подобным. Пока все сильно завязано, ребенок не выйдет на свободу.
Но существовало еще огромное количество иногда смешных, иногда удивительных примет. Знаменитый специалист по славянскому фольклору Дмитрий Константинович Зеленин собрал огромное количество совершенно удивительных обрядов и обычаев. Вот позволю себе немножечко прочитать. Приближение родов и самые роды роженица тщательно скрывает. Существует твердое убеждение, что родовые муки будут тем сильнее, чем больше людей узнает о происходящем разрешении от бремени. Ну, про это мы уже сказали. Наиболее тщательно это скрывают от незамужних девушек, в особенности от старых дев, а также от хитрых и злых людей, которые могут причинить вред, испортить, сглазить. Вот интересно, что в совершенно другом обществе, викторианской Англии, тоже не полагалось говорить о родах, но объяснения давали совершенно другие. Это нечто неприличное. Ну, как вообще можно такое упомянуть? До последнего момента говорилось, что женщина нездорова, что ее мутит, что она плохо себя чувствует. Сказать даже, что она беременна в XIX веке в Англии, в городских слоях, скажем так, это было нечто совершенно непристойное. Вообще обсуждать даже с мужем такое, это женское дело. Муж не должен такое знать. Удивительным образом в славянских племенах тоже многих мужа выгоняли. Вот как пересекаются представления Англии XIX века и Древней Руси. Необходимость скрывать распространяется не только на людей, но и на рожающих животных. И нередко бывает так, что хозяин дома нарочно приглашает в гости какого-либо доброжелательного человека на то время, пока его корова или другое животное не разрешится благополучно от бремени. То есть даже про корову не надо рассказывать. Местом для родов очень часто избирается нежилое помещение, баня, хлев и тому подобное. Нередко рожают в поле во время работы. Но об этом мы слыхали и не раз. Но это, конечно, очевидно, происходило из-за того, что на Руси роды не считались чем-то, что дает женщине поблажку. Перед родами рожает, потом родила, пошла дальше работать. А вот роды в бане или в хлеву – это очень интересная вещь. Баня – это постройка, в которой нет икон. Баня – это постройка, где, как считалось, разные, в более позднее время будут говорить, злые духи живут. Да, там черт может появиться, или банник, который может навредить. Вот человек снимает крест перед тем, как идет в баню, и тут что-то происходит. Но на самом деле это означает, что это место, где древние языческие духи заправляют всем. И туда, конечно, женщина отправляется. Но, кстати, особое место тоже для этого волшебного перехода, для этого поразительного момента возникновения новой жизни. Например, у эскимосов известно, что муж отдельное готовил такое место, выкладывал ветками, где жена должна была рожать. У многих других народов тоже женщина рожала в каком-то совершенно особом месте. В случае тяжелых родов прибегают к магическим средствам. Все присутствующие, не исключая самой роженицы, снимают пояса, расстегивают воротники, развязывают все узлы, расплетают косы, открывают печные заслонки, так же, как и все замки, двери и сундуки. В особенно тяжелых случаях просят священника раскрыть в церкви царские врата. Роженицу заставляют ходить. Ужас. Прежде всего ее трижды обводят вокруг стола в избе, затем велят перешагнуть через метлу, коромысло, дугу, через мужа роженицы, лежащего вниз лицом на пороге, и через его штаны. В самых тяжелых случаях ее подвешивают за ноги. Кстати, похоже, Маргарет Мид, знаменитая исследовательница детства на островах Южных морей, которая наблюдала очень много обычаев, связанных с женщинами, девочками на Самоа, она описывала, что там тоже могут дергать за ноги, например. Роженицы суют также в рот кончик косы, дают ей есть в шее и прибегают к различным другим способам, чтобы вызвать рвоту и испуг. Ее заставляют также напрячь мускулы, дуя в пустую бутылку, велят повиснуть на руках, ухватившись за привязанную к балке веревку и тому подобное. Присутствие мужа не обязательно, и роль его в большинстве случаев пассивна. Но здесь очень сильно все различается. Сегодня, как мы знаем, модный тренд – мужья должны присутствовать при родах. Это считается очень полезным и для роженицы, и для ребенка, и для мужа. А мы знаем, например, тоже по литературе, как в XIX веке мужей не пускали
к роженице. Ну, можно вспомнить сцену в «Войне и мире», где князь Андрей в ужасе ждет, когда же родится его ребенок, и не понимает, что за крики доносятся страшные. Кстати, во многих местах предпочитали повивальных бабок докторам, опять же, потому что это женщины, ну, как бы роды – это женское дело. Бывали цивилизации, где, наоборот, мужья всячески присутствовали. Вот что нам пишет Зеленин. У белорусов кое-где можно обнаружить явные пережитки древних обычаев. Пока длятся роды, муж роженицы издает стоны, надев женское платье или юбку, а иногда повязав голову платком. То есть он как бы страдает вместе с ней. Широко распространено представление, что родовые муки можно перенести с женщины на ее мужа. Если бы. Некоторые колдуны с помощью своего колдовства могут устроить так, что вместо роженицы родовые муки придется испытывать мужу. Это следует обеспечить уже во время свадьбы. О белорусах рассказывают такой случай. Один молодой муж признал авторитет своей жены выше своего. И это следовало продемонстрировать уже во время свадьбы. Женщина должна была трижды перекувырнуться через своего мужа. Считалось, что таким образом как раз муж берет на себя заранее страдания, которые жена будет испытывать во время родов. В Ельнинском уезде Смоленской губернии был отмечен такой обычай. К гениталиям мужа, лежащего на палатях, привязывали длинную нитку, свободный конец которой свисал к ложу роженицы. Когда роженица начинала стонать от боли, сидевшая около нее повивальная бабка дергала нитку, и это вызывало невольные стоны мужа. Обычаев еще невероятное количество. В некоторых местах муж поет роженицу водой из своего рта. Иногда мужа заставляли трижды проползти между ногами стоящей роженицы. Для ускорения и облегчения тяжелых родов на порог и на углы стола сыплют соль. Тоже очень интересная вещь. Почему на порог? Ну, вроде бы, чтобы облегчить выход ребенку. С другой стороны, порог – это всегда место, где живут духи. Мы знаем обычаи до сих пор. Почему-то считается, что нельзя передавать вещи через порог. Мы знаем, что человек, вышедший из дома и вернувшийся, должен, там, скажем, посмотреть в зеркало, иначе пути не будет. Все это связано вот с этими духами порога. Посыпают соль, очевидно, чтобы как-то их, может быть, умилостивить, может быть, повлиять на них. Точно так же, как край стола, который посыпает. Край – это всегда место, где какая-то сверхъестественная сила находится. Кое-где мажут живот роженицы кровью белого петуха. И так далее, и так далее, и тому подобное. Особую роль, конечно, играет выход плаценты, детское место. Вот казалось бы, это часть, медицинская часть процесса родов. После того, как появился ребенок, выходит плацента. Однако с ней связано огромное количество по всему миру разных обрядов. Ее хранят, иногда ее закапывают в землю, как будто бы, вот тоже есть такая версия, что это как будто бы вот разрывается связь ребенка с другим миром, с неживым миром. Он теперь в мире живых, а плаценту хоронят. А он, наоборот, ребенок, наоборот, приходит в этот мир. Он приходит в этот мир, и совершаются обряды, тоже связанные с его, скажем так, очеловечиванием. Вот трудно нам сегодня представить, в нашем представлении, вот появился маленький ребеночек, он уже человечек, это такая радость, это так хорошо. С точки зрения самых разных древних цивилизаций, он еще совсем не человек, он еще долго не будет человеком. Это тоже нам тяжело сегодня понять, но ясно, как это объясняется. Детская смертность была огромна. И в какой-то мере, наверное, это просто психологическая защита. Невозможно уже воспринимать как человечка то существо, которое с очень большой вероятностью может еще не выжить. Это принимало разные формы в разных местах. Иногда оттягивали процесс крещения. Вроде бы, с одной стороны, надо быстрее крестить ребенка, чтобы душа его попала в рай, а в то же время если крестить, он будет уже как будто человек. А так пока непонятно что. Долго не давали имя в разных цивилизациях. Но в то же время начинается, с момента родов, начинается постепенное приобщение ребенка к миру живых. Что происходит? Его моют.
понятно. Это вроде бы совершенно ясная, такая объяснимая вещь с точки зрения гигиены. В то же время это его омывание водой, это тоже такой, он приобретает человеческий вид в какой-то мере. Его оборачивают в пеленку, в какую-то ткань. Тоже это его первая одежда. Он уже не принадлежит миру природы, он принадлежит миру людей. Очень во многих, самых разных, кстати, вот от достаточно архаических и до современных культур предполагалось, что отец должен взять ребенка в руки. Ну, это, во-первых, такое признание своего отцовства, признание связи с ребенком, принятие его в семью, в общину. Иногда отец сразу же нарекает его именем. Когда человечек получает имя, это еще один очень важный шаг. Не случайно имя часто бывает связано с предками. Не случайно бывает несколько имен. Скажем, если ребенок сильно болеет, есть культуры, в которых ему меняют имя. Говорят, имя дали неправильное. Иногда дают секретное имя, которое нельзя никому называть, или там, скажем, только матери можно, или только мужчинам можно, а женщинам нельзя. Во всяком случае, конечно, наречение имени – это очень сложный, тоже такой таинственный обряд. Он делает уже человека личностью в какой-то мере. Особые совершенно обряды, связанные с роженицами. Вот здесь самые разные варианты есть. Бывают, как на Руси. Родила, давай, иди теперь дальше занимайся делами. Вот Маргарет Мид наблюдала примерно то же самое на Самоа. Там как раз роженицу ни от кого не прячут, все присутствуют при этом важном деле. Потом ребенок родился, особенно никто на него внимания не обращает. Ну, он будет при матери, выживет хорошо. А мать тут же встает, загадочно это для меня, но однако Маргарет Мид наблюдала это неоднократно. Мать тут же встает и начинает заниматься своими делами. Есть совершенно другое дело. Женщина должна какое-то количество времени провести в отделении от всех. Это можно объяснить тоже просто. Она должна полежать, она должна отдохнуть, она должна прийти в себя. Все понятно. Но за этим, конечно, тоже стоят очень древние представления. Должно произойти очищение женщины. Ее могут окуривать дымом, там, можжевеловым, особенно можжевельник всегда считался таким очищающим, волшебным растением. Она может просто какое-то время оставаться вот вдалеке. Ну, ей главное не выходить на улицу. Не выходить из того места, где ты защищена какими-то домашними духами, иконами, вот чем-то еще. Скажем, еще, когда мои дети были маленькие, бабушка моя говорила, до месяца нельзя приглашать гостей, чтобы смотрели на детей. Сегодня, в общем, этот обычай уже уходит. Но понятно, что это было воспроизведение тоже древних представлений. Вот этот маленький человечек, как и его мать, они очень уязвимы. И поэтому кто-то придет, это значит, дверь откроется. Это могут попасть злые духи, злые силы. Речь не шла об инфекциях, там, о вирусах и так далее, а именно вот о каких-то злостных, вредоносных силах, от которых надо уберечь. В Китае до сих пор считается, что, ну, я не уверена, что соблюдается везде, но считается, что роженица 40 дней должна лежать, не вставая. Ей должны приносить еду. И такие же представления были у самых разных народов. Но число 40 всегда волшебное, священное, связанное с древней магией. И очень во многих местах вот 40, так же как 40 дней поминки, и через 40 дней душа как бы отдаляется от мира живых. Точно так же первые 40 дней существования человечка и первые 40 дней вот этого существования женщины после того, как она родила. Это такое особое время. Потом наступает порог, совершаются обряды, может быть, в церкви или, может быть, там с призыванием духов племени, в зависимости от цивилизации. Очень интересная вещь. И на Руси, и у других славянских народов ребенок оставался с матерью в бане какое-то время, а потом мать перемещалась в дом, ребенка вносили в избу, ну и как бы передавали его под защиту тех сил,
которые его могут охранять. Какие это силы? С одной стороны, иконы. И его подносили к красному углу. Понятно, чтобы Господь Бог, Богородица, святые его защищали. Все понятно, все логично. В то же время, одновременно с этим, очень часто мать встречала ребенка лежа на печи. Или же мать сама входила и подходила к печи. Почему печь? Вот она снова древняя языческая магия. Печь, очаг, огонь, духи огня, покровители дома. Ребенок поступает как бы под защиту тех сил, которые защищают род, которые защищают семью. Ну, так, попросту говоря, под защиту не только икон, но и домового. Домовой же много чего значит. Точно так же, как в Ирландии, скажем, если ребенок болел или, не дай бог, умирал, и даже если он плохо спал, считалось, что это подмененный ребенок, что настоящего ребенка похитили феи, а вместо него подложили вот какого-то своего детеныша. И поэтому вот с ним все происходит плохо. Надо фей задабривать, надо, там, скажем, надо в блюдечко налить молочка, вот точно так же, как на Руси домовому наливали, или там хлеба покрошить, и тогда они не тронут ребенка. То есть вот эти вот сверхъестественные силы будут слабое существо оберегать. Что происходит дальше? Дальше тоже сегодня нам очень трудно себе представить. Сегодня все-таки в большинстве случаев, слава богу, родившийся маленький человечек изначально окружен заботой, любовью, к нему приходит врач, медсестра, родители, вокруг него бабушки, дедушки, ну и вот все то, что так приятные всякие вещи, связанные в нашем представлении с появлением ребенка. Но вот, как я уже сказала, в огромном количестве цивилизаций на младенца вообще внимания почти не обращали. Ну, естественно, мать обращает внимание, она его кормит, она его всюду таскается за собой, там в поле или собирать ягоды, если это какая-нибудь древняя община собирателей. Ну, в общем, остальные на него особенно внимания не обращают. И это понятно, действительно, если учесть огромную смертность. Дальше ребенок потихонечку растет. Конечно, никаких тоже представлений о том, что есть особый мир детства, с особой психологией, с его развитием. Вот ничего такого не существовало. Или почти не существовало. Конечно, мы видим по изображениям, например, там, в Древнем Риме, в Греции, у детей есть какие-то игрушечки, они там катают колесики, забавляются какими-то играми и так далее. Но в целом, конечно, в большинстве цивилизаций, ну и особенно в низах общества, там, предположим, какая-нибудь римская Матрона могла себе позволить забавляться со своим ребенком, хотя, в общем, особенно таких сведений у нас нет. А в крестьянском доме, будь то в Древней Греции, на Руси, в средневековой Франции, в Скандинавии, где угодно, во-первых, ребенок, вот родился малыш, а через год, скорее всего, уже появится следующий малыш, а потом еще и еще. И очень быстро детей передавали под контроль более старших детей. Под более старшими имеются в виду девочки там, 6, 7, 8 лет, которые должны следить за малышами. Это вполне понятно. У матери много дел по хозяйству, в поле, со скотиной и так далее и тому подобное. Всюду таскать за собой. Но еще пока ребеночек, там его можно привязать к груди или к спине, это одно. А вот уже ему там год-полтора, он уже ползает, он уже ходит, он мешает. Есть старшая дочка, но понятно, что речь не идет там о 15-16-летней, эти уже взрослые девушки. А есть девочка, или девочки, которые будут за ними следить. Заодно вот и развлечения для этих девочек 6-7-летних. И при этом они учатся ухаживать за детьми. То есть игры на самом деле, естественно, были игры, были игрушки, но они такие, как мы бы сказали, развивающие, но не в том смысле, как мы понимаем это сегодня. То есть девочки учатся нянчить детей, готовить, стирать. Ну, то есть они помогают матери и учатся делать то, что им придется делать самим. Мальчики до какого-то возраста находятся тоже под контролем матери или вот старшей сестры, а потом
уже где-то, ну, в среднем, скажем, лет 7, они уже переходят в мужскую жизнь, они уже с отцом, с братьями. Они тоже чему они учатся? Они учатся охотиться, ловить рыбу, сражаться, пахать землю. Зависит от конкретной ситуации. Но, во всяком случае, они тоже занимаются в меру сил тем, чем занимаются их старшие. Естественно, потом, когда уже они становятся какими-то более, ну, то, что мы назвали бы младшего школьного возраста, у них будут, естественно, свои развлечения, но отдельного какого-то времени для развлечений, для игр не будет, естественно. Они должны включаться вот в эту жизнь семьи, ну, если когда там где-то какое-то время остается, тогда можно и поиграть, и повеселиться. В общем, особенно свободного времени нет. Другая вещь тоже, которую сегодня очень трудно понять. Сегодня огромное количество наших усилий, мыслей, действий направлено на защиту ребенка, на заботу о нем, на его воспитание, на его развитие. Огромное количество организаций, которые там защищают детей, помогают детям. Нет ничего ужаснее, чем нанести какой-то вред ребенку. Это куда хуже, чем вред взрослому. Это кажется нам совершенно естественным. В течение многих веков это естественным не казалось. Во-первых, очень часто дети просто обременяли родителей. Если их слишком много, то семья не выживет. Поэтому, как ни грустно это сказать, но убийство ребенка, ну, скажем, девочки в Индии, потому что отец понимает, что потом ему придется огромные деньги потратить, ну, огромные средства какие-то, чтобы выдать ее замуж. Или в древней Скандинавии, где просто могли ребенка оставить на пустом месте, потому что лишний род. Оставить, конечно, совсем еще маленького, вот как раз еще маленького, которому имя еще не дали, ну, и он еще не человек, от него можно отделаться. Но это все-таки крайние ситуации. В общем, можно сказать так, ребенок – это недоделанный взрослый с точки зрения многих и многих поколений в разных частях мира. Это видно хорошо, например, по средневековым изображениям. Выдающийся французский историк Филипп Арьес, который вот одним из первых стал изучать детство как особую категорию и изменение отношения к детству, он невероятно увлекательно проанализировал разные изображения детей, ну там еще с античности, средних веках, Возрождения и дальше к более близким для нас столетиям. Оказывается, как изображают ребенка? Ну, это мы видели все много раз. Он меньше ростом, но такой же, как взрослый. Это все хорошо видно там, на средневековых, например, изображениях Христа. Вот сцена Рождества, ну, он там, может быть, запеленут и так далее, выглядит по-взрослому. В каких-то других сценах, где изображены младенцы, они просто меньше, и все. Никаких особых детских черт, детской там фигуры, ничего этого нет. Все это, вот как показал Филипп Арьес, все это начнет развиваться постепенно, очень медленно, с XIV века, в XV, вот постепенно начнется, например, с того, что Возрождение будет знать этих замечательных пухленьких ангелочков Путти, таких вот как бы не то ангелочков, не то амурчиков голеньких, так замечательно украшающих разные произведения Возрождения. Это не чьи-то дети, это вот просто такие маленькие детки. Постепенно изображение детей будет все больше и больше, и постепенно вот у Филиппа Арьеса есть такое понятие «открытие детства». Вот где-то, если мы говорим о западной культуре, то где-то, начиная с XVII века, постепенно начнут открывать для себя мир детства. И то, скажем, вот ребенок, почему он, собственно говоря, не человек? Лежит. Все люди стоят, ходят, он лежит, он не говорит. Это что вообще такое? Поэтому, например, детям как можно скорее стремились придать вертикальное положение. Для этого, как мы знаем, там, чем дальше в прошлое, тем
туже запеленывали детей. Вот он запеленут, и его уже можно поднять, это вот что-то такое похожее на человека. Уже там 17, 18, 19 век очень любили ходунки. Ну, ходунки, с одной стороны, облегчали жизнь матери, ей не надо таскать за собой ребенка, он стоит в такой, значит, конструкции, он, может быть, сам еще не может стоять, а он уже в ней стоит, и, значит, как-то там, по крайней мере, не мешает. То есть он становится вертикальным. И таким образом уже вот приближается. Но все равно еще вот что-то не то. Но множество таких вот каких-то вещей. Не могу забыть, как меня поразило, когда я в одной книге прочитала. В 17 веке детей грудных перепеленывали раз в несколько дней. Так страшно представить себе сегодня. А это казалось нормальным. И дело не в том, что нам трудно было стирать. Ну зачем? Зачем? Ну лежит себе, лежит и все. Поплачет, да, бывает. Вот 17 век для западной цивилизации очень важный век, когда достигается, ну, мы хорошо это видим по искусству. 17 век, например, век потрясающих портретов. Да, это век Рембрандта, это век Веласкеса. То есть век таких художников, открывающих характер человека через его изображение. Ну, это век Шекспира, Мольера, Сервантеса. То есть, ну, таких вот писателей, драматургов, проникших в психологию человека. Очень много, ну вот Мольер любил глумиться над женщинами, которые писали изысканные произведения, романы любовные, и там издевался над ними в разных своих пьесах. Но в этих странных для нас, может быть, сегодня романах, где там изображается надежда, разочарование, расставание, ревность, обида. И сегодня это все смешно. Но это разработка человеческой психики, интерес к ней. Не случайно, например, тоже 17 век в Англии, во Франции уже знает множество невероятно интересных дневников, мемуаров. Люди интересуются своим внутренним миром. И в этой ситуации интерес к внутреннему миру ребенка, вообще к ребенку, он просыпается, пока только просыпается. Женщина, сыгравшая огромную роль во французской литературе, ну и вообще в культуре, и, наверное, вот в таком как бы развитии человеческих чувств. Это такая светская дама 17 века, мадам де Савинье, которая была знаменита прежде всего тем, что она в течение многих лет писала письма своей дочери, жившей на другом конце Франции. И эти ее письма, во-первых, написаны прекрасным совершенно слогом и ставшие таким золотым фондом французской литературы. И это бесценный исторический источник. Она рассказывала очень многое там, что... И она хотела развлекать свою дочь, писала ей о том, что происходило при дворе, сообщала сплетни, сообщала политические новости и так далее. А в то же время это невероятное такое свидетельство о повседневной жизни 17 века. У мадам Савинье появляется внучка. И она пишет: «Наша девочка, темноволосая красавица, у нее все есть, вот она подходит ко мне, целует меня, я вся в ее слюне, но она никогда не кричит. Меня целуют, меня узнают, и при виде меня она смеется, она называет меня просто мамой. Бабушек называли доброй матушкой. Я ее очень люблю, мы ее подстригли, сейчас у нее чудная прическа, она изумительно подходит. У нее прекрасный цвет лица, совершенное тельце и грудка. Она делает 1000 мелочей, ласкается ко мне, крестится, просит прощения, приседает, целует мне руку, пожимает плечиками, танцует, поднимает подбородок. И всегда прекрасно во всех отношениях. Я могу заниматься ей часами». В сегодняшнем мире это не составило бы какой-то редкости такой текст. Да? Любая бабушка что-то подобное рассказывает о своих внучках и внуках. Для 17 века это очень большая редкость. Филипп Арьес, из книги которого я взяла эту цитату, комментирует: «Множество матерей и кормилец разделяют чувства мадам де Савинье, но ни одна из них еще не считает их достойными подобного описания». Это внимание к маленьким детям, оно только-только зарождается. И, конечно, революция наступит в конце XVIII века, когда появится Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо – великий
философ, писатель, мыслитель, который во многом произвел революцию, далеко не только в отношении к детям. Он, по сути дела, открыл рациональному XVIII веку мир чувств, и началась эпоха сентиментализма. Вдруг оказалось, что чувства могут значить больше, чем то, что доступно сухому разуму. Он открыл описание природы, которыми полны его романы. И это понятно, потому что природа для Руссо и для его последователей – это не городская среда, и это не природа, которую можно изучать, как потом будут там биологи, ботаники, зоологи, кто угодно. Это вот прекрасный мир, опять же, который ты не познаешь разумом, ты к нему душой соединяешься с ним. И это прекрасно и чудесно. Руссо, который в своем общественном договоре описал новые совершенно будущее политические, общественные отношения. Ну и, конечно же, огромная революция была произведена Руссо в воспитании. И все то, что дальше огромное количество теорий свободного воспитания будут отталкиваться от Руссо. Но мы знаем, что сам Руссо своих-то детей всех сдал в приют, потому что они мешали ему работать. Ну, или как он объяснял, что он не хотел их обрекать на тяжелую жизнь. Он прекрасно знал уровень смертности в приютах XVIII века, но вот, значит, там им будет лучше. Но при этом он написал книгу, в которой сформулировал совершенно новое отношение к ребенку. Этот роман, хотя, конечно, сегодня, прямо скажем, читать его невозможно, невероятно занудный, длинный. И скорее, в общем-то, это не роман, а педагогический трактат, но в виде книги, которая называется «Эмиль» или «О воспитании». И здесь рассказывается история некого мальчика Эмиля, которого воспитывают совершенно по-новому. И дальше сотни людей во Франции, в России, в Англии, по всему миру будут пытаться, во всяком случае, воспитывать и вообще растить своих детей, ориентируясь на Эмиля. В чем суть идеи Руссо? Во-первых, я вот уже несколько раз произнесла слово «воспитывать». То есть главное не дать ребенку образование. Сухое образование, множество фактов, пусть даже прекрасное развитие наук, знакомство с науками, это развивает его разум, но не развивает его душу. А главная задача – воспитать человека, дать возможность развиться его душе. Вот здесь важнейшая особенность взгляда Руссо. Дело даже не только в том, что дети считались вот какими-то такими еще недоделанными взрослыми, но дети изначально считались дурными. Тоже то, что нам сегодня очень трудно себе представить. На них лежит след первородного греха. Даже если там их крестили, их воспитывают в христианской вере, все равно они от природы, как и все, как и взрослые люди, они от природы злы, дурны. Поэтому их надо приучать подавлять свои дурные инстинкты. Отсюда огромная популярность телесных наказаний, которые не просто там это вынужденная необходимость, это данность, это то, что должно происходить все время. Таким образом, из ребенка выбивают его наклонность к греху. Строгое воспитание будет помогать ему жить правильно, жить добродетельно. Руссо будет говорить о том, что человек по природе добр. А значит, не нужны никакие жесткие рамки для того, чтобы злое начало в нем победить. Наоборот, общество портит человека. Если родители его находятся в светском обществе, если ребенок воспитывается в городе, вдалеке от естественной природы, ему навязываются какие-то правила этикета, то вот это вот доброе начало в нем задавливается, наоборот. Если же он живет на природе, свободно общается, учитель Эмиля, его воспитатель, он полностью посвящает себя ему. Это не учитель, который пришел, дал уроки и ушел. Он все время с Эмилем, он гуляет с ним, он разговаривает, он развивает его любознательность, природную, естественно. Он способствует развитию хороших задатков. На такой благоприятной почве они сами свободно развиваются. Иногда эти все примеры кажутся такими смешными. Там, скажем, Эмиль очень долго не хотел учиться читать. И его никто не заставлял. Никто не требовал, чтобы он там писал прописи, читал букварь. Не хочешь – не надо. Но регулярно
его родители и его воспитатель присылали ему записочки, в которых приглашали его, скажем, на какой-то праздник, куда-то пойти, куда ему вообще-то очень хотелось пойти. Но вот он получал эту записочку, и каким-то таким образом рядом с ним не оказывалось никого, кто мог бы ему эту записочку прочесть. Потом кто-то из взрослых приходил, читал, ой, а уже поздно, он уже опоздал на этот праздник. И таким образом Эмиль сам понял, как хорошо уметь читать, и сам научился читать. Вот такое, наверное, немножечко наивное представление Руссо, но очень многие сегодняшние направления свободного воспитания тоже исходят из того, что ребенок должен сам захотеть чему-то научиться, что-то сделать, и тогда он будет развиваться. Но мы не будем сейчас вдаваться в историю педагогики, хотя Руссо огромную роль, конечно, сыграл в развитии педагогической мысли, но для нас важно вот это изменение отношения к ребенку. Ребенок теперь, во-первых, заслуживающий уважения существо. Это хорошее, доброе существо, а вовсе не какой-то, значит, комочек злобный, который надо вот быстрее-быстрее сделать взрослым. У ребенка свой мир, у него своя психология. Ну и дальше, не случайно, скажем, 19 век знает такое множество портретов детей, такое множество прекрасных изображений детей в литературе, рассказов, ну, вспомним «Детство» Толстого и множество других произведений в совершенно разных странах, рассказах о жизни ребенка, от его имени, или же о нем, или же ребенок становится героем, сострадание к детям. Вспомним Неточку Незванову, скажем, Достоевского, вспомним несчастных героинь, героев Диккенса. То есть все совершенно меняется. Кстати, параллельно с этим развивается медицина и меняется процесс родов. Мысль об обезболивании уже была, скажем, в XIX веке. Например, королева Виктория, которая много раз рожала, она просила, чтобы ей давали хлороформ. И ей давали, хотя это было вообще не принято. Причем не принято не столько по медицинским соображениям, сколько по нравственным. Сказано же, что рожать будешь в муках. Давай мучайся, нечего. И очень долго считалось именно, что вот грешно обезболивать женщину. С другой стороны, постепенно, тоже далеко не сразу, но резко снижается уровень смертности и детей, и женщин при родах. Часто вспоминают замечательного венгерского врача с трагической судьбой Игнатиуса Зиммельвейса, который в первой половине XIX века первым задумался о том, почему такая огромная смертность рожениц в больницах. При этом даже роды были очень опасным делом. Завещания часто писали молодые женщины перед тем, как рожать. Умирали часто от родов. Конечно, очень опасны были все ситуации, когда ребенок шел не совсем правильно. Ну, скажем, там считалось, что опытная повитуха может перевернуть ребенка, но если требовалось кесарево сечение, то, конечно, в большинстве случаев это означало, скорее всего, гибель роженицы. И тоже мы знаем в разных литературных произведениях, когда вот спасать ребенка или спасать мать. Это очень было болезненно. И очень многие женщины умирали от родильной горячки, которая возникала возникало, и все, и никому это не было понятно. И Зиммельвейс, работавший в больнице в Вене, обнаружил такую вещь, что в двух отделениях этой больницы, где принимали роды, уровень смертности резко отличался. При этом в одной в основном принимали акушерки, повивальные бабки, а в другой были высокоученые доктора, студенты, всячески готовившиеся к этому. И там смертность была просто на порядок выше. Ну и дальше, после многочисленных наблюдений, он понял такую вещь, которая сегодня нам тоже кажется само собой разумеющейся, но она совсем не казалась такой в XIX веке. Он понял, что вот эти самые ученые доктора, они все время занимались наукой. А что такое медицинская наука? Они шли в морг и вскрывали там трупы. И много с этим работали. Конечно, это 19 век. После того, как они вскрывали трупы, они мыли руки. Но не более того.
То есть не было ничего до открытия Пастера еще полвека. Еще никто не понимает необходимость там стерилизовать инструменты. И вообще вот какой-то такой вот стерильной чистоты. И врачи, даже помыв руки, очень часто переносили трупный яд и шли осматривать рожениц. При том, что организм, конечно, женщины и там во время родов, и после родов раскрыт для инфекций. И заносили просто инфекции. И он понял это далеко не сразу. И считается, что вот такой тоже толчком послужило то, что один из его коллега, его друг умер, тоже, значит, заразившись какой-то непонятной инфекцией. Дело было в том, что во время вскрытия трупа его задели скальпелем. То есть ему занесли вот этот трупный яд. И отсюда Зиммельвейс, значит, как бы начал думать о роженицах, которых осматривали, и понял, что врачи руками переносят инфекцию. И он стал вводить, он требовал, чтобы мыли руки не просто мылом, а там в щелочном растворе, терли их очень долго. Удивительно, какое огромное сопротивление все это встречало. Но надо сказать, что Зиммельвейс был человек тяжелый, с очень тяжелым характером, у него развивалось, очевидно, довольно рано психическое заболевание, он был груб, очень вспыльчив. И еще поэтому его идеи встречали отторжение. Но врачи говорили, что сколько можно мыть руки, кожа слезает, невозможно. Но вот когда ему удавалось их заставлять правильно простерилизовать руки, то резко спадала смертность рожениц. При этом там его статьи, которые он посылал, отказывались печатать или печатали с примечанием, что эта идея давно опровергнута. Сегодня его называют спасителем матерей. Потому что действительно вот эта вот идея о том, что чистота спасает жизни, она начала после него постепенно приживаться. Я бы сказала, что эти медицинские изменения и культурные, духовные, они шли параллельно. Уменьшается смертность от родов, уменьшается детская смертность, медицина развивается. И в это же время развивается культура, которая все больше и больше ценит человека, его переживания, его психику, его страдания, его радости, любого человека, не только там великого героя, а обычного молодого человека, девушку, бедняка, богача, ребенка, младенца. И вот эти две вещи, большая ценность жизни в культуре и открытие детства в культуре, и медицинские достижения, они дополняют друг друга. И мы, к счастью, выходим на ту дорогу, по которой все-таки в основном, конечно, к сожалению, с отклонениями, с препятствиями, но идет человечество. Это уважение к ребенку, забота о нем с первых дней жизни, даже до рождения еще, и признание его ценности. И это, конечно, великое достижение науки, культуры, великое достижение человечества. Это произошло не сразу, конечно, но еще в том же XIX веке знаменитый принцип викторианского воспитания «Children should be seen, not heard». Детей надо видеть, но не слышать. То есть надо сидеть и вот говорить только, когда к тебе обращаются. Ну, естественно, там 20 век будет знать более свободное отношение к детям. Вторая половина 20 века совсем свободная. Придет доктор Спок, и Спок Бэйбиз, и много всего другого. Но это уже будет меняться, развиваться. Но главное, вот эта вот столбовая дорога, что каждый человечек заслуживает защиты, любви, заботы. Вот это великое завоевание последнего времени, и надо надеяться, что мы его не потеряем. Спасибо всем, благодаря кому стала возможна запись этой лекции. Спасибо нашим патронам на Патреоне, спасибо нашим спонсорам на Ютубе, спасибо школе Skill Factory, которая тоже поддерживает выпуск уроков истории с Тамарой Дельман. И хотелось бы узнать, что вы думаете вот по какому вопросу. Руссо создал
идею свободного воспитания, которую потом подхватывал Толстой, потом множество педагогов и воспитателей XX века. В то же время были люди, считавшие, что это такое воспитание вредно, что оно не создает чувства ответственности, что детям нельзя слишком много позволять. Ну что, обсудим основы воспитания детей. Свободное воспитание или строгое? Что лучше? Жду ваших ответов. Счастливо!